Всех приветствуем вновь. Итак, вот мы в Чите. Как вы уже поняли, особенно те, кто за нами следит, что вот этот вот домик кедровый, сруб диаметром 40-44 сантиметра по вершине из кедра, это наше произведение нашей компании, которое мы привезли сюда, собрали в 2019 году. Ну и беседку. То же самое, диаметры чуть-чуть потолще, собрали, ну, наверное, годом, может быть, двумя позже. Вызвал нас сюда заказчик Андрей для того, чтобы мы пропилили ему дополнительное окошко. Вот как раз стеночка видно. У нас без окон, вот глухая стена. Там за ней гостиная. Вот. И света оказалось, что маловато. Поэтому Андрей, заказчик, позвонил нам по весне, говорит: ребят, надо вот помочь пропилить, как есть у вас возможность. Вот. Ну, как отказать такому хорошему заказчику? Вот. Сразу собрались, руки в ноги, как только дела закончили какие-то свои, то есть вот приехали. Ну, уже, в принципе, тут как бы уже и холода, то есть тянуть уже нельзя. Вот, то есть, ну, спилим, постараемся сделать. И окончики, то есть мы просто подготовим проем, щечки, все, массу бревен, все это, как говорится, выкинем. И ребята, окончики придут, вставят блок и стекло, стеклопакеты. Ну и покажем заодно, может быть, пройдемся то, что не сняли там сколько, пару лет назад мы приезжали, когда только вот все это вводилось в эксплуатацию. Точнее, так скажем, что 3 года он уже, 3 зимы уже в эксплуатации. То есть ребята живут полноценной жизнью. Вот, то есть никаких проблем не ощущают. Добавили еще полноценный второй этаж, сделали, зайдем потом поснимаем маленько. Вот. Ну, собственно, все отлично, все прекрасно, дышится хорошо, полы теплые греют, все уютно, все замечательно. Вот. Ну и добавилась вот беседка, тоже ее потом поснимаем. Немного мангальная зона, беседка в стиле пост-н-бин. Ну а сейчас маленько попилим. Серега вот тоже готов помочь. Вот, хотя уже руки уже, говорит, подклинивают немного. Вообще-то, когда он сказал, приедете, мы сказали, что возможности приехать нет, но мы приедем. Че, давай еще раз. Ты говоришь, сразу же мы откликнулись. А что, не сразу? Мы говорим, возможности нет, но мы приедем. Пошли. С вами студия Рубленого дома. И это практически наш первый дом, который мы срубили. Находится он в Чите. Значит, что, замеряем коробку. Будем врезать ее в стенку. Вот, то есть вот она, коробка обсадная. Вот, просто сейчас промеряем, добавляем по сантиму туда, по сантиму сюда на заделывание шва. И оставляем еще на усадку сантимов 5 примерно. Ну, собственно, и все. Ширина коробки 29 стандарт. То есть у нас обналичка вся 28. Как если посмотрите там где-то наши старые видео. То есть мы, в принципе, так и от этого и не ушли. То есть у нас в наших 40, 42, 44, 36, 38 везде идет 28 по ширине обналички. Обналичка. Вот. А коробка, соответственно, чуть больше. То есть коробка здесь 29 сантиметров по ширине. Ну, сосна клееная, сухая, в принципе, ничего необычного. Все покрытое чем-то, тут осмо, наверное, или еще чем, непонятно. Вот, замерили, сейчас будем выпиливать. Все, вперед.
теперь сруб в разрезе, часть 3. Смотрим, как у нас ведут себя пазы, поднутрение, клемалан в распиленном срубе, в распиленном окне. Диаметр бревна 40, 42, 44, еще раз, сибирский кедр. То есть здесь где-то 45, даже шины не хватало, больше 45 диаметр. Вот, то есть это вот первое наше было бревнышко, вот здесь распиленное, как раз пазовое место. Вот смотрим, как поднутрение у нас зажато, как клемалан работает. Двойной клемалан еще раз, 1,6, по-моему, да? 1,6. 1,8, по-моему. 1,8 толщина. Ну, вот двойной слой по центру, как зажат. И как по краю зажат. И опять же смотрим, как герметик работает. Вот здесь мы видим, что все сомкнулось, все слиплось. То есть очень эластичный. Где-то вот здесь вот он лежит. Вот. То есть сейчас сколько? Ну, градусов 5-7, наверное, на улице тепла. Вот, тянется. Ну, когда 40, конечно, мороза, то он каменеет. Вот, но все равно. Вот так. Эластичная тема. Ну что, смотрим. Давай сюда. Итак, для северных регионов паз делаем 20-ка минимально. Или 18 минимально, по-моему, здесь по ширине делается паз. Поднутрение по замерам все были промерены. Вот там потом тоже можно показать. Остались еще метки через 50 сантиметров. Ребята промеряют по замерам и ставят глубину паза. Вот, Серега. И отсюда заходим, вот теперь показываем, как пазы сомкнулись при такой технологии. Вот видим, здесь вообще в ноль 5 миллиметров поднутрение осталось. Паз. Клемалан задавился. Это разгрузка. Мы видим, разгрузка работает. Вот был пропил, пошло рассыхание, трещинка пошла. Вот. Здесь задавилось все в ноль. Здесь 5 миллиметров. Здесь в ноль. Здесь рубщик вырубил больше чуть-чуть паза. Осталось 1,5 сантиметра вот здесь. Ну, клемалан заполнил эту щелку и, соответственно, тоже задавилось все. Герметик с двух сторон работает тоже. Здесь у нас карманчик воздушный образуется. Все, паз абсолютно теплый у нас, шов, так скажем. Никаких наледеневаний, да, Андрей, когда топится, уже 3 зимы отопление у нас прошло здесь в этом доме. Вот заказчик говорит, хозяин, что никаких процессов, конденсата, там что-то там, холода там и так далее, ничего не наблюдается. И с этой стороны давай тоже посмотрим, вот, чтобы уже побольше, так скажем. Здесь паз порядка 20-ки. Сантиметр поднутрение. Утеплитель зажат. Работает. 1,8 и 1,8. То есть здесь 3,6 сантиметра сжалось до сантиметра. Мы видим. Здесь 5 миллиметров. Здесь где-то 0,7 примерно миллиметров. Здесь 5 миллиметров поднутрение. Вот так работает технология срубов компании ЧЭ. Ну вот, это у нас то, что выпилено сейчас. Смотрим. Несколько моментов хотелось бы отметить. Самых главных. То есть первое — это пазы аккуратнейшее поднутрение. Мы видим, наблюдаем. То есть никаких ям, никаких острых углов. Вот таких вот, когда запил идет почти вертикально пилой. То есть все очень аккуратненько сделано под профиль нижележащего бревна, так скажем. Здесь мы наблюдаем, что у нас задавлено было по краю, вот видно. То есть клемалан здесь в этом месте задавлен, по центру распушен.
в итоге. То есть то, что мы наблюдали на пропиле. Герметик вот, видно, что он здесь прилипший, вообще не отвалился. И не можем даже оторвать. Вот. То есть настолько адгезия хорошая. Вот она. Тоже вот задавлено. Видно, что клемалан задавлен. Край. Бревна не синие, идеальные, желтые. Процессов внутри пазов никаких не происходит. Вот смотрим, да? Немного есть от железа. Там, где железо к дереву, всегда идет процесс нежелательный. Поэтому от скобок есть. Но он законсервировался, все, тут уже ничего не будет происходить. Здесь что у нас еще? Разгрузка. Разгрузка была выполнена просто на шиной, сделан пропил. Пошло растрескивание по верхней части, как и должно быть. То есть бревно стало сохнуть из центра в верхнюю часть, и бревно слегка раскрылось. Здесь, ну вот мы видим, да, то есть насколько произошло раскрытие и высыхание. Тоже желтенькое, сверху все в пазу, в верхней части. И мы видим, вот пацаны размечали поднутрение, то есть даже осталось вот разметка. То есть вот эта глубина паза, вот здесь вот так вот меряется по замерам, пробивается линия, и от верхней части до горизонтальной черты делается замер 3,5, там 4, 4,7, через 50 сантиметров происходит промерка, и потом уже человек, когда пилит пилой, он знает, на какую глубину ему заглубляться. То есть вот этот профиль. Вот этот профиль, то есть он знает, как ему делать. Вот так это выглядит без клемалана. Значит, рубилось 5 лет назад. То есть вот 5-летнее состояние сруба внутри мы наблюдаем.
Установили блок. Сейчас в час приедет, у нас мастер будет уже ставить стеклопакет. Вот, немножко поговорим об установке, какие параметры и как все это делается уже в готовом срубе. Ну, собственно, на видео будет там все показано. То есть идет разметка, вываливание основной массы бревен, вот, разметка по высоте, разметка по углу, чтобы у нас проем стал соответственно оси, да, не смещенный в какую-либо сторону, развернутый, так скажем, это тоже важно. Ширина обналички в торцах мы должны пропилить чуть уже, нежели блок. Да, то есть блок у нас шириной 29, мы сделали проем ширину 28. Для того, чтобы обналичка потом не цепляла при установке и когда будет еще происходить усадка, чтобы обналичка не цепляла бревна. Поэтому блок должен быть шире проема. Вот Серега покажет. Вот здесь видно, что утоплено. Вот можно вот так прикладывать, смотреть. Чтобы от 5 мм до сантиметра можно делать даже. Вот. Но я не очень люблю вот эти здоровые дырки здесь, поэтому я сделал 5 мм. Еще с учетом, что сруб уже высох практически. То есть дом стоит 5 лет с момента сборки. Плюс еще пока рубился, он тоже подсыхал. Но были скрайбинги серьезные. Там я про это рассказывал. Читинский дом, смотрите. Все, кому интересно. Там про скрайбинги, про завесы, про поднутрение, все сказано. По высоте опиловки проема, какой должен быть? То есть при установке сруба, когда он свежий, только приехавший, собранный, вот здесь делается зазор с учетом 6% на усадку от высоты общей вот этой сруба. То есть берется высота, вот здесь она 1,60 м, грубо говоря, 1,63 м. 6% это около 10 сантиметров. То есть сейчас здесь 5, да, ну это с учетом, что у нас сруб уже подсох, причем очень хорошо, там 5 лет, да, то есть оставили еще половину от этой точки, так скажем. То есть 5 сантиметров есть. Я думаю, что больше не надо. И тут у нас еще срегламентировалось вот этим бревном. То есть если выпиливать еще, да, то есть надо в этом еще копать потом полку дополнительную какую-то. Вот. Сейчас здесь все грамотно встанет, обналичкой закроет. Будет идеально. Внизу полочка сделана. Тоже, то есть для чего? Что не просто мы пропилили, да, вниз туда ее можно было просто пропилить, вот без этого загиба. Вот, но было бы слишком много, то есть было бы у нас там плоскость выходила ровная, обналичка вот здесь заканчивалась, да, и еще кусок вот такой плоскости куда бы вниз торчал. Поэтому оставили круглую часть вот эту и вывели вот в такую полку. Значит, как мы видели, к бруску у нас прикручен блок толстыми хорошими саморезами, шестерками, 12-ми. По бруску, по штробному будет идти осадка, сруб будет осаживаться. Все, сейчас здесь мы проконопачиваем джутом, пробиваем технологический зазор, как его называют. Вот таким образом все это протыкивается. Вот, и это будет давать также усаживаться и не будет проникать холод в дом. Вот. Можно было клемаланом, но клемалан кончился. То есть клемалан выпустили вниз с бревен, которых выкинули, засунули по бокам, в штробы засунули. Вот, то есть тоже его использовали. Значит, здесь клинья у нас расклинивают коробку тоже в проеме. Они останутся на постоянку здесь. Вот они. То есть саморез притянут к блоку, точнее к штробе. И клин раздавливает у нас в разные стороны, что не дает, опять же, куда-то там смещаться. Вот, чтобы он не вываливался, если вдруг бревно будет сохнуть, еще продолжать, вот, обналичка здесь встанет. То есть, если что-то, какая-то подвижка, то он сюда вовнутрь, в дом уже не выпадет. Также и снаружи то же самое. Здесь
Вот здесь что, Серега, давай покажем еще, как оно будет. Вот это такой, как бы, псевдоподоконничек получился. Можно еще добавлять сюда, если будет желание кому-то там. То есть, ну, можно и представлять, можно в блоки закладывать шире, сюда выводить, чтобы опоры было больше, цветы поставить там или еще что-то. Здесь стеклопакет шириной 9 сантиметров. Вот так встанет в четверть, примкнет. И остается 5 сантиметров на такой мощный штапик. Брусок 5 сантиметров будет закрывать, не давать тоже блоку ходить. Сам блок у нас из сосны, сухая клееная сосна, значит, шириной, как я уже сказал, 29 сантиметров по ширине. Сам блок 2,08 на 1,63 м по высоте. Сосна чем лучше? Она тверже, древесина, нежели кедр. При ударе или какая-то деформация, еще что-то, она более устойчивая. То есть кедр мягче. Также смоленистая, в принципе, устойчивая к гниению. Вот. Ну и, видимо, к кручению тоже более получше, так скажем. Плюс клееная, то есть не просто цельная доска, а из ламелей склеенная. Значит, толщина 5 сантиметров. Самый толстый вот здесь части 10 сантиметров. Также полки мы видим. Вот, покрытие, сруба у нас покрытие биофа. Вот здесь тоже биофа. Также по аналогии, как и внутренняя часть в доме покрытая. Еще очень важно, то есть при выпиловке уже в срубе готовом, смотреть вот такие моменты, чтобы, если где-то бревно кривое, к примеру, и паз выходит за пределы блока, то может получиться вот такая картина. Но здесь еще хорошая картина на самом деле. То есть Андрею повезло, заказчику, что у нас паз и там, и с той стороны паз очень широкий, то есть получается 28 сантиметров паз. Представляете, какой мощный. С хорошим поднутрением, не просто там вот так выбрано все нафиг. То есть все по профилю бревна, по нижнему. И то есть получилось, что к краешку подошли, все, то есть только-только хватило. Вот здесь тоже, но тоже за счет поднутрения ничего тут не вскрылось, герметик остался, все закроется обналичкой. Ну что, Андрей, что ты скажешь? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Что я могу сказать? Ну, наверное, в очередной раз спасибо вам, что вы откликнулись на мою просьбу, на мое приглашение, бросили все свои важные дела, остановили производство ради меня. А все началось с нехватки света в нашем проекте, в нашем доме. Прожили мы уже в вашем срубе 3 года, 3 полноценных года, зима, лето. Все прекрасно, все нас устраивает, наслаждаемся. Ну, наверное, не все, потому что так А что не все? Все нас почти устраивает. всё, Ой, Сережа, не занижайте свои достижения. Все равно же что-то есть. Да нормально, все очень хорошо, очень комфортно. Мы почувствовали только вот нехватку света в нашей кухне. И решили вырубить окно. Я позвонил Саше, озвучил свою идею, сказал, что хотим, приняли решение окончательно в большой стене, в большом пролете вырубить окно. Заказал блок оконный, его изготовили в мае месяце. Заказал окно такого же формата у того же производителя. Изготовили окно в июне месяце. И вот с нетерпением, пока еще не полетели белые мухи, я ждал компанию Че. А что компанию Че-то? Вот что прям других вот нету. Раз, чик, что тут выпиливать? Да, я понимаю. Мне тоже люди говорят, а что, говорите, мужики поедут с Красноярска рубить окно? Давай здесь там. Я говорю, не, ребята, все должно быть сделано одной рукой,
на высшем уровне. Я говорю, выпилить бревна — это одно дело, выточить щеки — это другое дело, зашлифовать. Хорошо, тут зима, покраска, я справлюсь сам. Помочь установить блок оконный. Ребята тоже откликнулись. Спасибо вам, Сергей. Вы все преодолели. Это не ваша работа, я понимаю, вы рубщики. Но тем не менее, вы хорошо сделали установку, хорошо, качественно выполнили установку. На самом деле мне понравился процесс вскрытия бревна, да. То есть я сам изнутри увидел, как работает поднутрение, как село бревно на стене, какой толщины утеплитель, сжат, где вот эти вот, как прилегание, поднутрение, да, плотные поднутрения, где там немножко горбик остался, там распущенный клемалан, то есть там нету пустоты, там все заполнено, все очень плотненько. Герметик, который у нас лежит в швах с наружной, с внутренней стороны, по факту, глядя вот на те пилы, где мы делали распил стены, складывается ощущение такое, что и без герметика все бы прекрасно работало, и никаких ни поддуваний, ничего не было бы. Поэтому, хочу сказать огромное спасибо, ребята, за вашу работу, за то, что вы есть, за то, что вы не бросаете свой проект, а приехали, помогли, сделали. Большое спасибо вам, Александр. Пожалуйста. Большое спасибо вам, Сергей. Зовите еще, если надумаете, что. Если у нас появятся еще какие-то проекты, конечно, мы обратимся только в компанию Че. Нет уж, лучше бы к нам. А я кем к вам? Подметать за вами эти площадки рабочие, строительные. Я же Слушай, не рубить. Вопрос, если так, ближе к теме. Вот меня интересует вопрос именно зимы, потому что пазы мы здесь увеличили, то есть у нас обычно 15-ка, минималка, вот мы делаем. Здесь у тебя, по-моему, 18 мы делали специально, что холоднее, чем, допустим, даже у нас в Красноярске. Да. И вопрос таков, что вот есть примыкание мебели, примыкание там каких-то вешалок, да, даже с одеждой. Вот если толщина, к примеру, бревна 30 даже, да, там 32 или 34, возможно, точка росы попадает на стену внутри. Понимаешь, о чем? То есть нет обдува теплого воздуха в срубе, и происходит намокание стены вот от точки росы. У тебя вот ты не замечал или пока не было времени там, допустим, посмотреть, отодвинуть что-то вот? У нас, в общем-то, ничего такого плотно не стоит. Там, где кухня, там стена теплая, в теплом контуре. У нас единственная стена, вот где у Петра в комнате в детской, там шкаф большой стоит и мебель. То есть мы этот момент можем отследить только, когда будем мебель ему менять. Сейчас вот парень растет, и уже хочется, чтобы в комнате было побольше пространства. Сейчас там чисто детская, двухэтажная. Все. Что ты можешь посоветовать заказчикам? Уже у тебя есть опыт, ты прошел этот путь какой-то, да, и участвовал во всех процессах. Компрессор приобрел, кучу инструмента, куча всяких знаний новых, да, там шливка, то все. Эти вещи, видишь, тут, наверное, когда строишь для себя, да, тут уже, никак нельзя в стороне остаться. Здесь ты выбираешь, или ты просто платишь деньги, да, и получаешь результат неведомо какой. И что будет дальше в процессе эксплуатации и проживания, это много нюансов вылезет, с которыми непонятно потом, как быть, как бороться, как жить дальше, да. Либо ты начинаешь во все эти процессы погружаться изначально. То есть мне это было интересно, я же с самого начала, то есть я же приезжал, когда вы там 2 венца на площадке у себя положили. Когда я приехал и увидел там какие это бревна, и как это будет, и как это поднимается, даже как подрубается это там без утеплителя пока. Все эти пазы, поднутрения. Получается, что это не для широкого круга людей. По факту, да, то есть больше это вот эксклюзив. Индивидуальные какие-то вещи. И если человек хочет построить такой дом, наберитесь терпения. В
первую очередь, наверное, терпение. Будете проживать эту стройку сами вместе с этим домом, как он будет от фундамента подниматься до конька, с этой отделкой и вот с этими переделками, вот дополнительными окнами и всем остальным. Иначе, ну я не знаю, мне это понравилось, я доволен на самом деле всеми этими процессами, в которые мне пришлось погрузиться. Доделки по там всяким мелочам вокруг дома, они будут и у каменного дома также. Да я согласен, Вот. я имею в виду, что Ну, вот специфика какая здесь? Вот ты пыль вытираешь, да, там? деревянный вот дом, живой со стен. организм, вы же мне сами рассказывали. Где-то герметик там отвалился, подмазать. Есть да? такое, да, тоже. Вот у Где-то нас следить нужно за тем, чтобы там усадка произошла. Мы Вот это моем, всё, что я мы перечислял, моем дом, Сережа, а вот по весне, да, после зимы, когда снег тает, пыль, грязь, вот это до того, как травка зазеленеет, до того, как деревья там распустятся, на улице пыльно очень, у нас ветрено тоже. И мы каждый год от нижнего до конька мы все бревнышки моем обычной водой, тряпкой, протираешь его. Покрытие на самом деле вот, ну, хорошее покрытие, моется очень хорошо, ухаживается хорошо. Нам до конца сезона хватает. Но это при условии, что у тебя очень хорошо отшлифовано оно снаружи, гладкое, да, и пыль хорошо сходит. Да, и внутри то же самое. То есть статика а присутствует. внутри не так, я вот провел рукой, у тебя там, по-моему, не так. Не, отшлифовано тоже Может, я хорошо. не там провел рукой, Ну, но может быть. мне кажется, снаружи прям вообще гладкая. Не знаю. Она снутри тоже пыль присутствует, точно, тоже хорошо моется на И самом деле. вытирается все, да? Да, мы протираем просто влажными тряпками. Все чисто как бы. Сейчас вот вы уедете, несмотря на то, что все это заклеивалось, пыль, грязь. Мы сейчас это все опять промоем и уйдем в зиму. Окна помоем, пока у нас есть тут еще 2-3 дня теплой погоды. Окна помоем и все, и будем зимовать. И до следующего сезона. Ну вот мне вот, Андрей, вот не нравится, когда покрытие вот идет внутри. Я вообще хочу свой дом, да, вот у меня будут брусовые стены, они есть, не покрывать. А как за ними ухаживать потом, А Сережа? вот так вот, как раньше Древесина жили будет в деревнях. впитывать. Пускай будет пыль на где-то сотру, она будет впитываться даже. Ну, я не говорю, что я тебя не переубеждаю, там, что у тебя плохо, у меня хорошо, нет. Ну просто у каждого свое, да, вот ты все-таки вот избрал это, да, вот чтобы мыть. Ну да. Нет, ну мне нравится чуть. Я, наверное, не готов жить просто В пыли. в пыли. Не то, что в пыли, а в обычных там рубленых заносках в стенках, да, там, если даже они будут строганные, Не, ну, да, они будут тоже шлифованные. шлифованные, всё, но они гладенькие. и вот я просто понимаю, что ты заходишь, когда где-то рукой облокотился, где-то плечом облокотился, и вот эти пятна останутся. У тебя Понятно. дом, У тебя требования такие, да? да, у тебя дома стена вот эта в доме, она равномерно вся не покроется, она все равно где-то будет какие-то пятна. Ты где-то покушал, жирной рукой коснулся, там еще что-то. Ну, мне это не нравится. То есть мне нравится, вот да, мне где почище, посветлее, то есть мне так нравится. Так что, вот, конечно, правильно ты говоришь, каждому свое. Ты готов под старину жить Мне в этом показалось, доме. запах есть внутри. Вот Может этот запах присутствует, вы уже принюхались, похоже. А он там есть. Запах краски, Ну вот от чего там еще может быть? мебель. Сережа, ты Мебель. когда в Петину комнату зашел, у Мебель нас, сразу чувствуется, да. да, прямо вот эти вот МДФ и все, они, а что мебель, вот она сейчас вся Ну, а ДСП. ты имеешь в виду, вот кухня у вас тоже фонит, да? И кухня наверняка, конечно. Ну а что сейчас вот эта вот столешница, она же не натуральная, она сделана под камень. Там какие-то клеи в ней, Ну, смеси понятно, какие-то. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, слишком это все непросто, накладно там иметь Все там экологически натуральное, из чистую, дерева, я да, понял. экологически чистую мебель. Там, это все не очень просто. И самое интересное, что этого мало. Это настолько все эксклюзивные вещи, там, да, там стол тот же самый, И стулья. дорогое, и сложно получить то, что ты хочешь. Стулья, да, они же все равно покрываются красками, хоть и говорят о том, что все экологически чистое, да, а ты же видишь, сам заходишь и чувствуешь. А хорошо, ладно, запах, а вот по вентиляции, по воздуху, который внутри, чувствуется, вот ты же загерметизировал все, да? Но мы Он же пользуемся. должен был дышать, да? Он продолжает дышать мы или окнами. Ты имеешь в виду, что приточка через вот Ну эти да, щели? Да, да, да.
Но она-то у тебя не происходит. Какие щели? У тебя-то щелей нет, у тебя все Нет, загерметизировано. а ты говоришь, если бы мы не загерметизировали. Ну, мы на самом деле пользуемся постоянно окнами. У нас постоянно открыты Открыто, окна. да? Да, у нас всегда И открыты тебе не нужна окна. никакая вентиляция. У тебя это как естественный приток. Ну, приток воздуха через получается окно, да? естественный, да. А точка у нас вон вентиляционная же. Все равно вытяжка стоит. Туалет, кухня. И окна у нас. Вот, ну, только окна. Туалет и кухня, да, вытяжка. Понял. Туалет, кухня. По сравнению с городом, вот ты в городе жил, и потом 3 года уже здесь. Что скажешь? Какие ощущения? То есть как А я же гов- изменения? А я же говорил, Александр. Я же говорил Еще в, раз. в первом фильме еще Первый говорил. был фильм, когда ты еще тут не жил, а сейчас вот ты уже Нет, 3 я года. же говорил, что я строил дом, чтобы встретить в нем старость. Вот я так говорил в первом фильме. Ну понятно, ну как Поэтому вот, я на самом изменения? деле не это самое, не изменил свое мнение. Мне здесь нравится. Здесь тихо, спокойно. На земле ходишь вон у себя на территории за забором. Хочешь в труселях, хочешь без носков. Все. А в городе, ну где там? Не, именно по дому, по именно квартира и деревянный дом кедровый. Какие ощущения, какая разница, есть ли там, нету ли что-то Да есть, Саша, существенное? в дышится, чём-то? дышится легче, потолки высокие, объем дома, конечно, спится шикарно. Вот лег и все, и проснулся. Есть разница, да, прям чувствуешь. Сны не смотрю, меня не мучает. Никакие мысли меня не В мучают. квартире тут у вас сейчас смотрели сны, их очень хорошо. Не, я спокойненько лег, я говорю, лег, уснул, проснулся, встал, ушел на работу. Вот так. Или вон летом, конечно, хорошо, вот эта вся возня во дворе. Занимаешься потихонечку. Сейчас почти все убрали, вон немножко кустарников осталось. Замотать, утеплить перед зимой и все. Но есть такое, что ты выходишь, допустим, и смотришь на стены, любуешься, потом опять ушел, потом опять подошел к этой стене. Это же и каждый смотришь. день же, Александр, Саша. Да? Ну, конечно, ты что, я же вот так вот лягу спать такой, прежде чем глазки закрывать, смотрю на бревнышки, на сучки такие. О, так. А жена? А им куда деваться, они меня любят. Ты же самое говоришь. Ну, она молчит, но они меня любят. Пойдем по беседке, скажешь что-нибудь. Мы же ее вообще не снимали. Ну, пойдем. То есть она, ну, у тебя же участок маленький, а ты ее влупил такую прямо так смело. И она у тебя еще заняла. Вот не это, как говорится, не перебор ли? Не, а что, у нас вон 3 грядки есть. На 3 грядках у нас помидоров нету, огурцов у нас нету. У нас там петрушка, редиска, укроп, морковка. Все, что нужно в эту беседку, мы отсюда берем. Салат еще там бывает, лучок. Ну тут такая летняя движуха получается основная, да, происходит? Да. Все очень просто. Говорил, сын, день рождения сына отмечали. Тут куча детворы. Ну да, и бассейн у нас еще был, правда, мы его сейчас уже убрали на зиму, каркасный бассейн. Ну, детвора прибегала, вот смотрела на беседку, что говорили. Не, они слишком маленькие, их это особо не возбуждало, Ну, абсолютно. родители там, наверное, тоже были. Пропорции. То есть, что говорят со стороны? Вопрос. Про это все. Когда приходят. Слов нет. У людей слов нет. Ну что, люди приходят, смотрят, о, блин, а как, а что? А как это вы здесь? У нас друзья приезжали, говорят, ну что рассказываете, как вы это все смогли здесь построить? Откуда это все? Необычно для них, да? Ну да, то есть таких домов же мало на самом деле, я имею в виду больших бревен, больших диаметров. И у нас в Чите тоже их мало. Поэтому это такое эксклюзивное для души. Как строила, как вот приснилось, так и захотела, построил. С помощью компании Че. Ну, смотри, здесь вот что? Здесь у нас балясины, да, хорошие. В принципе, они, ну, тоже как-то, да, не мешают, да, особо. Да нет, кто-то же тогда после этого ролика писал, что якобы, ой, какие огромные там, да, как сардельки, да, кто-то там написал, у вас сардельки вписались. Да, может быть, и можно было чуть-чуть поменьше, может быть, и не стоит. Как бы вот сделали
и классно. Ну, просто она сама по себе очень мощная, поэтому я вот такие решения здесь применил, и, знаешь, мне вот тоже, допустим, нормально. То есть они как бы, они все равно тоньше, чем подкосы там, вон те, вон. То есть, Не, вот с верхними частями вообще как бы и никаких вопросов. Все такое огромное, большое, да и перилина сама большая. Она вписывается нормально. Где-то какие-то мелкие недоделки, может быть, но меня устраивает. Это сейчас наше житие. Это ну, и наш, тоже, получается, наш ты комфорт. уже это все опробовал, это сколько, год, два? Сколько Ну, уже 2 года, да. 2 года. Печку топим, плов варим. А зимой просто стоит все, или зимой тоже? Почему зимой тоже можно мясо пожарить? Вон, мангал работает. Печка тоже работает. Все работает. Зимой только что здесь сидеть некомфортно. Можно шашлычки пожарить и дома покушать. И либо одеваемся тепло. Диаметр гигантский. Ну это же Саша. Я говорю, Ну, Саша, вот у меня есть кусочек земли. Когда, помнишь, когда ты приезжал, я говорю, у меня кусочек земли от бани до дома. Здесь надо поставить небольшую беседочку, чтобы там остался газончик, и здесь газончик. Вот. Мы же первый раз ее сделали, по-моему, больше она была. А потом, да, уменьшили. То есть размеры у нас были, существовали, а потом мы их чуть-чуть уменьшили. Не, мне-то чем больше, тем лучше. Ну, не потому, что надо денег там заработать, нет. В том, что мне просто нравится вот такое вот все. И поэтому я и предложил. Вот. А ты уже там тоже разошелся. Ты бы мог сказать, что нет, надо меньше мне. Не, она вошла хорошо. И за соседний участок не торчит, и здесь хорошо свисает. У нас вот перед мангальной, перед беседкой здесь мебель летняя стоит, там 2 креслица, свесы хорошие. Сюда водичка не попадает. Да, вот по урагану, скажи, у вас Даже же тут сильные косые ветра бывают? дожди бывают, там дождь идет, а мы здесь сидим спокойно. По Наслаждаемся. Качалову есть раскачка, какие-то подвижки, вот не замечал? Когда Да вот нет, я порывы? не видел такого. Потому что столбы, в принципе, ну, они как бы без подкосов таких кардинальных, маленькие есть, а вот распора такого вот нету. То есть они же просто у нас стоят там на... Подожди, а как там что, закладных никаких нет? Просто они стоят на бетоне. На да, фундаменте. И все. Все, да. Распор и нормально, да? Ну здесь вот, здесь же еще балясины как бы распирают, и подкосы есть. Поэтому, ну, вот я и спрашиваю, что есть ли какие-то, знаешь, когда особо сильные такие вот. Слушай, ну я думаю, тут такая масса, да? Так все задавлено. Да. Я даже не представляю, какой здесь нужен ураган, чтобы я перевернул эту беседку. Ну вот, хорошо, видишь как. И люстры все равно шатаются, но Это ветер гуляет. А за беседку я вам говорил спасибо. мы готовы. Мы готовы выслушать. Не, беседку тоже все очень классно на самом деле. Хотя беседка собиралась уже, когда и баня стояла, и здесь ограниченный двор был. Но мы как-то эту машину умудрились сюда тоже маленький кран загнать. Вот здесь все разбросать, впереди ничего же не было вот этого. Ни дорожек, ни газонов. Разбросали, и потом давай собирать. Игорёня тут молодец, что за 2 дня собрал. Молодец, спасибо. Все сложил, все стянул, причем в одно лицо. Я говорю, помогать надо. Он такой, ну, если только подтаскивать. Ну и был у нас вот один помощник, который помогал. Подложить, подкатить, приподнять, все. И за 2 дня все собрали, молодцы. То есть не смутило то, что бревна подсиневатые, да, вот они потому что лежалые же. Это не свежие, так скажем. То есть у нас оно вот оставалось там А ничего, Саш, страшного. нормально. Под покрытие, под такое, в принципе, не сильно, да, синевая это Ну бросается. а как она, вот смотри, даже естественные трещины появились, они потемнели, да, там где-то пыльцой набилась. И эта синева, она, как это, придает свой шарм. Под старину. Потому что ее немного. Да, может быть. Правильно, ее немного на самом деле. Она не бросается в глаза и... Она не полностью
полностью были бы синие, это был бы уже такой специфичный. Тогда пришлось бы ее красить серым цветом. Ну да. А у нас осталась краска, и мы решили в одном стиле. Все. Как-то так. Какой у тебя следующий этап? Обслужить все это, да? Да, мы это обслуживаем, отдыхаем, пытаемся отдыхать, пытаемся, пока вот у нас, видишь, сейчас окно. А вообще только снится покойно. Но в этом году мы хоть баню доделали. Сейчас нам осталось на доме еще цоколь доделать, и может быть все. И может быть совсем все, отдохнем. Ну, хотя это все в процессе. Это же классно. Следующий этап. Вот все равно это все в поддержании, в процессе поддержания. Где-то что-то там упало, надо будет подшлифовать эту ямку, подкрасить ее, подмазать. Где-то, вот правильно ты сказал, герметик там у меня лопнул там в одном, в двух, трех местах. Надо подгерметить. Все. Забор с лицевой стороны немножко на солнце побежал. Я сейчас эту смолу подскоблил, подшлифую и подкрасить, может быть, реставрация забора. Наверное, окно приехало. Пойдемте встречать окно. Спасибо. Вам спасибо, ребята. Желаю вам процветания. Желаю вам побольше клиентов, добра и интересных проектов. Спасибо. Я побежал открывать врата.